Çık dışarı. Sen... Sen beni Beyazıt'la evlendirdin. Şirkete sokmam, eve sokmam dedin. Sen bu iş için beni sevdiğim adamdan ayırdın baba. Sen benim hayatımı değiştirdin. Baba senin benimle derdin ne? Ne istiyorsun benden baba? Senin benimle derdin ne? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. 4-й выпуск сериала «Велиахт» начался с одного из самых тяжелых испытаний в жизни Тимура. Украденные деньги все еще не были найдены. Дело уже не ограничивалось деньгами, оно стало позором, угрожающим гордости Тимура, его власти и репутации в глазах Зульфикара. Каждая тень на лице Тимура, каждое сомнение в его глазах заставляли зрителей ощущать тяжесть этого бремени. Он начал относиться ко всем окружающим с возрастающим подозрением. Все, кто казался дружелюбным, казались на шаг дальше, а все, кто был врагом, на шаг ближе. В частности, тайные махинации визиря не ускользнули от его внимания. Тем временем впервые серьезно заговорили о здоровье Зульфикара. Этот могущественный человек, который всех запугивал, постепенно терял силы. Последствия болезни становились все более очевидными, глаза потускнели, дыхание стало тяжелым. Это вызвало в сердце Тимура глубокую боль и глубокий страх. Ведь Зульфикар был одновременно его наставником и опорой. Падение Зульфикара означало для Тимура изоляцию. Но для его врагов эта слабость стала заманчивой возможностью. В этот момент на сцену вышел визирь. Подобно хладнокровному волку, охотящемуся за слабостями Тимура, он начал загонять его в угол. Не только деньгами или властью, но и самым уязвимым местом Тимура, его семьей. Он выбрал своей целью его мать и сестру. Когда он сказал «подумай о них, если ты сделаешь неверный шаг, они пострадают первыми», смесь гнева и отчаяния на лице Тимура потрясла аудиторию. Целью визиря было не просто захватить трон, он хотел постепенно ослабить дух Тимура, разложить его изнутри. В этот момент вмешалась Рейхан. Рейхан стала одновременно поддержкой и голосом совести в жизни Тимура. Каждый раз, когда его темная сторона проявлялась, Рейхан старалась стать лучом света. Она видела, как паранойя и гнев терзают Тимура изнутри, но не осталась в стороне. Она была рядом, словно говоря: «Не поддавайся тем, кто пытается заставить тебя потерять себя». Но в сердце Рейхан росла дилемма. Она хотела сохранить любимого человека, но также боялась, что он будет втянут во тьму. «Вывожу ли я его на свет, или мы вместе погружаемся во тьму?» Прозвучал внутренний голос Рейхан. С другой стороны, тайная связь Кудрет и визиря раскрылась. Некоторые из секретов, которые хранил Кудрет, теперь были в руках визиря. Эти секреты могли нарушить все дальнейшие действия Тимура. Слабость Кудрет заключалась в том, что она затягивала петлю вокруг Тимура. В середине эпизода напряжение нарастало. Когда Тимур приближался к следу украденных денег, перед ним возник труп. Личность этого трупа была настолько сильна, что могла изменить ход событий. Зрители почувствовали мгновенный шок и страх в глазах Тимура. Труп был не просто смертью, он был ключом к новой ловушке, которая должна была загнать Тимура в угол. План визиря был готов – повесить эту смерть на Тимура, выставить его виновником. Однако финальные сцены стали похожи на шахматную партию двух мастеров. Тимур признался, что разгадал замыслы визиря. Глядя ему в глаза, он сказал: «Ты играешь со мной, но помни, я тоже буду играть». Это заявление предвещало переход Тимура на более суровый, более безжалостный путь. Но визирь не отступил, он продолжал смотреть ему в глаза с холодной улыбкой. Ни одна из сторон не отступала, этот обмен репликами предвещал кровавую битву. Эта серия, действие которой разворачивается на фоне болезни Зульфикара, показывает, что борьба за трон обострится. Тимур изо всех сил пытался защитить и свою семью, и свою репутацию, оказавшись в ловушке угроз визиря и секретов Кудрета. Хотя голос совести Рейхан дал Тимуру передышку, в его сердце нарастал страх. В финальной сцене все поняли, что дальше все будет не так просто.
Путь Тимура будет еще более кровавым и сложным. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.